Привет, мои дорогие! Как я обещал, показываю вам доченьку. Вот она уже по чуть-чуть начинает пробовать хотя бы ходить. Тяжело. Я не знаю. Говорит, боится, Я голова, буду как будто сейчас голова это кружится. Боится упасть. Вот. Ну, спасибо врачам, спасибо вам за ваши молитвы, за вашу помощь, за все, дорогие мои. Слава Богу, она будет ходить, все будет хорошо. Вот. Это благодаря всем нашим молитвам, которые мы все вместе, за то, что мы все вместе молились, дорогие мои. Спасибо вам, огромное спасибо. Спасибо всем, кто молился, спасибо врачам, всем просто, всем людям. Огромное человеческое спасибо вам. Поехали по новостям. У нас наша песня хороша, начиная сначала. Пентагон одобрил поставку Украине томагавков. Там 95-й квартал выпустил ролик о том, какая супер ракета. Это Фламинго, она летает 3000 километров, у нее боевая часть в 2 раза больше, чем у того же томагавка. Зеленский делает заявление о том, что у них все цели есть, уже будут бить. Рассказывает о том, что 9 Фламинго уже были в боевом применении, и что скоро все это будет. Знаете, мне кажется, вот эта вот риторика, она поднимается именно когда все очень плохо на фронте. Но они выгрузили на фронт, насколько мы там видели все, во всех там пабликах пробежало, в нашем тоже телеграм-канале есть, и не могу я здесь это поставить, потому что это под риск даст видео, как команда ГУР из 5, по-моему, человек, высаженная на вертолете, пошла бороться с несколькими сотнями российских солдат, да, бойцов или тоже спецподразделений, плюс еще куча дронов. Ну вот 7 они выгрузили и отметили, что вот все, ребята пошли. Ждем результат. Так и написали. Здесь не могу писать, дорогие мои, по поводу этого. Поехали. У нас первое, это, конечно же, Купянск. Ну, то, с чего мы, как обычно, начинаем. Вот это с линии фронта. Сейчас, дорогие мои, я здесь поставлю, чтобы было удобно. Поехали, дорогие мои. На Купянском направлении российские войска захватили населенный пункт Садовое, расположенный южнее Купянска. ВСУ пытаются контратаковать на Садовое и Засиново, но пока безрезультатно. Но Зеленский сказал, что 170 тысяч российских солдат обиделись. И ушли все на Покровск. Они стояли, как я говорил, возле Сум, потом в Сумах им не дали, и они пошли вот туда на Купинск, там тоже вот из Садового там контратаки делали, они ушли все 170 тысяч, пешком пошли туда, на Покровское направление. Отметим, что захват Садового создает угрозу для гарнизона сил обороны, находящихся в южной части правобережья Купянской на левом берегу Оскола. Южная дорога снабжения город фактически не работает. Я хочу сказать, больше всего мне нравится, дорогие мои, это вот сил обороны. Сил обороны. Вы же поймите, это не какая-то там армия, это именно силы обороны. Знаете, силы обороны, то есть они обороняются. Еще раз говорю, когда говорят об обороне, значит, это дела уже плохи. Ну, вот только об обороне, когда говорят, там уже дела действительно плохи. Поехали дальше. Там у нас Лиманское направление, тоже там все непросто. На Лиманском направлении российские войска заняли новые позиции. В частном секторе Лимана идут бои у Масляковки и Дебровы. Войска России закрепились в центре Ямполя. ВСУ организуют новый рубеж обороны вдоль цепи опорников между Дебровой и Озерным. Там уже давно ругают командование, что слишком длинные дистанции между там одними и другими солдатами, ну, имеется в виду ВСУ, и российские там, ДРГ пробираются между ними, заходят к ним в тыл и так далее. Ну, так войну не надо было начинать. Сегодня Лукашенко тоже там давал спич, я прочитаю обязательно, чтобы, ну, мы все понимали, да, что происходит на самом деле. Ну, вот хочу поставить также спич Виктора Орбана. И там есть субтитры, если кто-то может, прочитайте, а так переведу, дорогие мои. Támogatja, az a háborút támogatja. Tehát aki ma Ukrajnát támogatja, ez egy háborút folytatni akaró Ukrajnát támogatja, és magát a háborút támogatja. És miután a háborúhoz pénz és pénz kell, aki Ukrajnát támogatja, és így a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást
Ну и перевожу. Поскольку война требует денег, еще раз денег, тот, кто поддерживает Украину и, следовательно, войну, также поддерживает повышение налогов и изъятие средств национальных правительств, потому что у Брюсселя нет денег. Вот то же самое происходит в Украине. То есть там у них национальные правительства в ЕС, а в Украине это областные центры. И вот сейчас в Украине происходит вот та же модель захвата областных центров. Это реальный был захват. То, что касается Одессы, это был захват города. Это чтобы вы понимали. Под предлогом там того. Сейчас этих мовников туда накачают огромное количество. Просто огромное количество. Бедные одесситы. Что им стоит вот это вот переживать этих мовников? Это же ужас какой-то. Ну и вот Зеленский заявил о предстоящих дальнобойных ударах по территории России. Отметим, что цели уже согласованы с руководством СБУ и службой внешней разведки. На этом фоне французская газета «Ле Фигаро» сообщает, что украинская «Фламинго» уже 9 раз применялась в боевых условиях. Издание ссылается на слова Зеленского, прозвучавшие за закрытыми дверями, а также на комментарии технического директора компании Firepoint Ирины Терех. По информации Ле Фигаро, «Фламинго» считается самой эффективной украинской ракетой, хотя сама компания Firepoint, по их словам, вызывает одновременно восхищение и сомнения. Отмечается, что боевая часть «Фламинго» почти вдвое мощнее американского «Томагавка», до 1 тонны против 450, как у американских аналогов. Дальность действия ракеты заявлена на уровне 3000 километров. Также издание сообщает, что Украина ведет подготовку к производству собственных баллистических ракет. Да, это, ну, вот эта вот потужность выплывает всегда вот на фоне вот этого вот позора, который сейчас происходит на Купинске, на Покровске и в Запорожье также. Там же тоже не все гладенько на самом деле, ну, на запорожском направлении. Так, ну вот сегодня Лукашенко говорил. Там длиннющее видео, я показывать не буду. Есть у нас в Телеграме, если что, можете послушать его непосредственно там. Лукашенко прокомментировал давление со стороны Запада из-за размещения на территории Беларуси ядерного оружия. По его словам, страны НАТО наращивают военные бюджеты, тратят миллиарды на вооружение, и это не просто показательная закупка. Оружие приобретается для реального применения. Когда они закупают вооружение по всему миру, никто вопросов не задает, а как только Беларусь получает ракетный комплекс или ядерные заряды, начинается истерика. Почему у Лукашенко орешник, почему завезли ядерку? А что нам остается делать? Ждать повторения 1941 года, когда приходили, насиловали, убивали? Я на это не согласен, отметил он. По его словам, ядерное вооружение, ранее вывезенное в Россию, было заменено на более современное. Сейчас, как утверждает Лукашенко, боеголовки приведены в порядок при содействии российских специалистов и возвращены обратно в Беларусь. Также проводятся учения по их применению как авиационными средствами, так и ракетными комплексами. В частности, ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в декабре. Мы не скрываем, если потребуется, мы можем нанести удар. Сядем с Путиным, примем решение и ответим. Не стоит провоцировать. Все начиналось с Украины. С притеснения русскоязычного населения на Донбассе. Как мы видим, не только на Донбассе притеснение идет. По всей стране идет притеснение. Мы видели это своими глазами. Приехали в Минск, обещали мир, а на деле обманули и Россию, и нас. Итог: миллионы жертв, разрушения страны, добавил Лукашенко. Тут не поспоришь, дорогие мои, даже не стоит что-то такое разворачивать его мысль, она и так такая, какая она и есть в действительности. По данным издания Евроактив, в случае нового масштабного наступления России переброска подразделений НАТО в Украину может занять недели, и даже при наличии политической воли формальных гарантий безопасности. Причина — бюрократические барьеры и ограничения на перемещение тяжелой военной техники через Европу. Ну да, там же Венгрия будет, Словакия будет. Я не знаю, Словакию они смогут подмазать им. Это 100%. Они смогут через словацкую границу что-то завозить. Но Венгрии нет. Там же Венгрия, Румыния. А с кем еще Румыния окружена там? С Сербией. Ну, Сербия, не думаю, что пойдет на это. Но с другой стороны, Болгария. Но это нужно завозить кораблями туда на Болгарию и тянуть через Румынию. Потому что Румыния, она там специально была выбрана. Кстати, сегодня, точнее не сегодня, а вчера прошли выборы в Голландии. И по предварительным подсчетам ввели правые, но выиграли, как обычно,
Урсулы фон дер Ляйен. На фоне этих рисков Еврокомиссия рассматривает пакет реформ, направленных на ускорение военной мобильности, подчеркивает Евроактив. Восточноевропейские страны настаивают, чтобы в случае экстренной ситуации переброска войск занимала не недели, а считанные дни и даже часы. Венгрия не даст им. На Румынию она не даст. Это факт. Вот. А с Румынией же надо на Молдавию. То есть получается, что им надо, получается, с моря затягивать. Ну, там у румын же тоже есть море. Поэтому с моря будут затягивать. Хотя Россия может влупить их там и на море, на самом деле. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, как говорит Лукашенко, что они действительно к чему-то готовятся масштабному. Потому что я вам так скажу, что да, попахивает. Есть такое чувство, вот попахивает Третьей мировой, на самом деле. Попахивает. Поехали. Вот подтверждение тех моих слов по поводу Приднестровья. Министр обороны Молдовы Насаты объявил, что на территории его страны, Молдавии, идет война. Мы довольно в сложной зоне, у нас война на территории, у границы страны, у нас 11% территории страны не контролируется центральной властью, у нас незаконно размещаются российские войска, все это создает различные угрозы для национальной безопасности. Понимаем, да? Уже начинают подогревать это. И вот почему и Труханова, и Одессу, и так далее. Ну и вот непосредственно само заявление от Пентагона. Пентагон одобрил поставку Украине дальнобойных ракет «Томагавк», считая, что это не повредит запасам США, сообщает CNN. Однако окончательное решение все-таки остается за Трампом. Трамп даст его это решение, и «Томагавки» действительно уже там. Вот. Поехали дальше. США закрыли воздушное пространство возле Пуэрто-Рико, что говорит о потенциальной подготовке ВВС США к ударам по Венесуэле, пишет Newsweek. Президент Венесуэлы Мадуро обратился к России за военной помощи, сообщает The Washington Post. По данным издания, на фоне растущего давления со стороны США, Мадуро отправил Путину письмо, в котором попросил поставки ракет, а также помощь в ремонте радаров и боевых самолетов. По данным издания, аналогичное обращение Мадуро направил Китаю и Ирану. Напомним, сегодня Трамп заявил, что удары по Венесуэле не планируются. Я считаю, что он лжец, дорогие мои. Теперь сегодня Шойгу делал тоже заявление по поводу ядерных испытаний. Испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день и ни на один час. Но единственное, они происходили в части применения расчетной техники. И они проводились не физически, а делались математические модели. Такие испытания ведутся, потому что все это требует постоянного внимания, постоянного совершенствования. Так что никто не останавливался. Сегодня тоже уже там одесский скульптор показал, как должен выглядеть памятник Пушкину, дорогие мои. Сейчас я вам показываю. Вот такой куб. Это тот же, который там сделал там памятнику Бандерам и всем остальным. Одесский скульптор Рева предложил свое видение футляра для Пушкина. Вот нужно, чтобы футляр был для тебя. Он же и делал там памятник для Небесной Сотни. Представляете? Дорогие мои. Ну и вот пошли вот эти, вот, знаете, вбросы. Там есть такой Чернев, Егор Чернев. Украина имеет больше шансов выстоять в войне на истощение, потому что у России нет таких партнеров, как у Украины, которые финансируют потребности ВПК. Да, мы слышим это. Которые разбегаются при любом там возьми и заплати. Сразу же разбегаются в разные стороны. Так что так, дорогие мои, ожидаем всяких интересных событий. Я имею в виду, что должно произойти. Ну, сейчас все близится. Сегодня же, вы понимаете, Хэллоуин. Тут вся Испания, ну, вот сегодня был уже, можно так сказать. Вся Испания размалеванная. Я думаю, многие видели, да, там Хэллоуин. Даже в Одессе я смотрел там кадры, просто все в Хэллоуине. Поэтому и новостей так не густо. Днем сыпало нормально, но потом уже начался Хэллоуин, дорогие мои. Подписываемся обязательно, кто не подписан. У нас сейчас 57% смотрит подписчиков. То есть те, кто подписаны, из 100. А остальные 43% надо нажать кнопочку подписаться. Подписывайтесь, дорогие мои. Всех обнял.